Ровка тонких намеков на Taekook от компании Hype в официальном контенте BTS. Вы когда-нибудь задумывались, не скрывается ли за официальным контентом BTS что-то большее, чем кажется на первый взгляд? Что касаемо особенно мы сейчас уделяем внимание Taekook. Замечали ли вы эти крошечные, почти незаметные моменты между Ким Тэхёном и Чонгуком? Взгляд, паузу, синхронное движение. А что, если я вам скажу, что это не просто совпадение? Вообще мы достанем еще карты. Сегодня мы расшифруем код Hype не через фанатские теории, а через официальный контент, монтаж, режиссуру и акценты, которые вы могли пропустить. И вот здесь в видео будут какие-то заметки. Так что ставьте на паузу, читайте, если интересно, смотрите. Вот, приготовьтесь. Это видео может у кого-то поменять восприятие вообще на взаимодействие Тэхёна и Чонгука, скажем, да, и взаимоотношения, ну, как бы свое видение на компанию Hype. Что касаемо этого вопроса. В интернете, естественно, социум нам в помощь реакции фанатов на стратегию Hype. Фанаты обсуждают, как именно показывают взаимодействие. В некоторых фан-группах ARMY пишут, что взаимодействие между Тэхёном и Чонгуком снимают и монтируют особым образом. Иногда даже подчеркивая моменты, иногда умышленно убирая то, что фанаты ожидали увидеть. Например, отсутствие каких-то коротких эпизодов Taekook. Ну, например, многие обращают внимание на именно какие-то жесты, там, обнимки пишут, да, ну, вот, в общем, так. Много и в Facebook, и в Твиттере, и в Инстаграм об этом. Ну, к примеру, вот, вы заметили, что в 3:45 вырезали момент между Тэхёном и Чонгуком. Почему? Это показывает, что ARMY внимательно следят за тем, как Hype монтирует контент и воспринимают такие монтажные решения, как намеренные акценты или, напротив, попытки что-то скрыть. Фанаты воспринимают изменения в подаче как стратегию. В обсуждениях есть мнение, что порой взаимодействие между участниками преподносят иначе, чем ожидалось, что вызывает также вопросы у фанатов. И в комментариях пишут, как будто Hype выбирает, что показывать, а что нет. И некоторые кадры невероятно обрезаются, отрезаются, удаляются. Важно, все такие комментарии, мнения фанатов. Ну, вообще все теории строятся как бы на мнении фанатов, да, а также и фанаты способствуют продвижению. И, в принципе, группа BTS это не раз также акцентировала на этом внимание, да, озвучивала это. Члены группы BTS. Естественно, все такие комментарии – это мнение фанатов. Понятное дело, что это не официальные связки или утверждения самой компании Hype, но как бы это есть. Почему Hype показывает контент именно так? Факты из открытых источников о том, какова коммерческая стратегическая логика компании Hype. Вот мы сейчас поговорим о фактах из открытых источников, о том, какова коммерческая и стратегическая логика компании Hype. Hype развивает свои платформы контента на Weverse. И я хочу сказать, вот мне, как только был популярен в свое время этот Weverse, сейчас как-то он не очень популярен, я вам скажу. Ну, я так замечаю, потому что касаемо других вот айдолов, они размещали там ранее свой контент. А сейчас как-то больше
они размещают свой контент там в Инстаграм, в Твиттере, в ТикТок, а именно вот на Виверсе как-то мало сейчас размещают этот свой контент, да, и вообще выходят в лайв, там общаются. Больше как бы определенные какие-то группы, и вот им особое внимание, что касаемо Виверса. А есть такие айдолы и группы, которые зашли на Виверс, сначала была какая-то активность, а потом они, в общем, перестали там особо что-то выгружать. Ну, что касаемо своих постов, какого-то контента. Хайп владеет платформой на Виверсе, платформой Виверс. Хайп владеет платформой Виверс, где публикует официальный контент. Прямые эфиры и взаимодействие с фанатами. Платформа была создана, чтобы глубже взаимодействовать с глобальной фан-аудиторией, а не просто транслировать стандартные видео. Это я не просто так говорю, например, это Википедия. Так что вы можете пойти в интернет и почитать. Это означает, что Хайп контролирует монтаж, подачу материала и то, как артиста видят фанаты, потому что они сами владеют платформой, на которой это показывается. Да? Вот. Но ввиду отсутствия других, ну, как бы, ввиду отсутствия контента от других айдолов, да, сначала была активность, а сейчас нет, то можно сказать, что не совсем это верное утверждение. Но в любом случае, если они дают какой-то материал, то, понятное дело, как владельцы платформы, они контролируют, да, что там выгружают, в общем. Хайп стратегически управляет контентом как бизнес-активом. Эксперты в области медиа отмечают, что такие компании, как Хайп, создают и управляют контентом как активом, который можно использовать для продвижения артистов, монетизации, расширения фан-базы и вовлечения аудитории. Это означает акцент на определенных моментах, взаимодействие артистов, монтаж, который делает сцены более виральными, попытки показать эмоции и связи как часть бренда BTS. Неофициальные комментарии в интернете, на YouTube, к примеру, да, есть ролики и обсуждения, в том числе и у меня, в общем, где фанаты утверждают, будто Хайп пробовали скрывать или изменять то, как показывают Чонгука и Тэхёна. Хотя такие видео, неофициальная информация, они отражают настроение части ARMY, что само по себе ценно для анализа восприятия стратегии компании Хайп. Почему фанаты так реагируют? Потому что Хайп контролирует весь контент, что бы то ни говорили, да, и мы не раз это обсуждали и делали расклады от прямых эфиров до официальных выпусков. Фанаты внимательно следят за монтажом и выбором сцен, сравнивая с их ожиданиями. Некоторые изменения или нетипичные монтажные решения воспринимаются как стратегическая подача, а не как случайность. Вот. Не только зрители обращают внимание на детали, часть ARMY уверенно обсуждает монтаж и то, что показывает, что умышленно опускают в официальных видео BTS. Особенно, когда речь идет о реакциях и взаимодействиях между участниками. Некоторые фанаты считают, что Хайп выбирает, какие моменты подчеркнуть, а какие скрыть, чтобы управлять нарративом и реакцией аудитории. Почему Хайп показывает так? Еще раз. Помимо художественной, стилистики и режиссерских решений, Хайп создает и распространяет контент через собственные платформы, такие как Виверс, которые служат не только для общения артистов и фанатов, но и для стратегического развития бренда и монетизации контента. Это влияет на то, как монтируются сцены и какие взаимодействия артистов остаются в кадре. Естественно, это все вызывает любопытство у фанатов. Фанаты очень любопытны. И это как вызов для фанатов. А что как вызов для фанатов? Ну, например, думаете, вы видели все, что показывают BTS? Вызов как? Какой вызов? Да? Вот более внимательно смотреть на то, что дает компания Hype. А что, если самые показательные моменты спрятаны на виду, вшиты в монтаж, растворены в групповых кадрах, оставлены без слов? Сможете ли вы заметить повторяющие жесты, синхронные реакции, устойчивый визуальный фокус? Ну, кто-то рассматривает, да,
Кто-то замечает, а кто-то нет. Мы уже расшифровывали и расшифровываем, ну, например, какие-то протоколы компании Hype, скажем, да? Готовы ли вы увидеть то, что обычно не комментируют вслух? Кто-то готов, кто-то не готов. Пишите в комментариях. Сразу я хочу сказать, что вот это видео, смысл какой видео и посыл для фанатов. Это видео не про догадки, а про то, как я вообще чувствую ситуацию. Мы используем, ну, скажем, какой-то такой детективный подход. Многие фанаты также чувствуют. Я вам зачитала некоторые комментарии. Мы используем детективный подход к официальному контенту, повторяемым паттернам, режиссерским решениям, реакциям аудитории. И лично меня, как и многих фанатов, интересует, что фанаты хотят видеть, увидеть. Из того, что Hype стабильно нам показывает. Почему именно Ви, Чунгук? Обратите внимание на одну деталь. В контенте 2025 года, начала 2026 года Hype систематически возвращает фокус именно к взаимодействиям Тэхёна и Чунгука. И я хочу сказать, не в одиночных клипах, не фан-камах, а именно Weverse Live, закулисные видео, монтажные склейки, общий план. Это не раз, не два, это паттерн. Синхронность и зеркальное отражение. Теперь самое интересное, когда два человека одновременно наклоняют голову, синхронно улыбаются, повторяют положение рук, реагируют с одинаковой задержкой. Это называется зеркальным отражением. В психологии это признак комфорта, доверия, общей эмоциональной волны. Именно такие моменты регулярно появляются между Тэхёном и Чунгуком в официальных материалах BTS. Не подчеркнутые словами, не объясненные, просто оставленные в кадре, да? А вы, фанаты, уж там думайте. Обратите внимание не на улыбки, а на паузы между ними, на продолжительность взгляда, в реакцию до слов, микрозадержку перед смехом. В групповых сценах камера снова и снова возвращается к их реакции друг на друга. Почему? Потому что реакция – это эмоция без сценария. И именно ее компания Hype чаще всего оставляет в финальном монтаже.